Современные люди и человеческое общество сформировались не только благодаря эволюции. На протяжении всей истории нашего вида его сопровождали различные явления и технологии, повлиявшие на выживание и развитие от примитивных приматов до полновластных хозяев планеты. Каждое из этих явлений прошло определенные стадии развития вместе с нами. В ходе этого становления люди делали ошибки, пробовали разные варианты и делали революционные открытия в самых разных областях своей деятельности. Этим выпуском мы открываем новый цикл роликов об этих чертах нашего общества. И начнем мы с медицины. Подписывайтесь на канал «Эпоха динозавров». Это позволит вам раньше других пользователей узнавать о появлении новых роликов. Также при помощи лайков и комментариев наши зрители могут помочь в развитии канала и его продвижении по алгоритмам площадки. Благодаря вашей активности о нас узнают остальные любители науки из разных стран. Сейчас, когда нам нужна медицинская помощь, мы можем обратиться в поликлинику или вызвать скорую помощь. Чтобы достать лекарство, достаточно сходить в аптеку. В распоряжении человечества имеются огромные ресурсы и могучие технологии. Они позволяют справиться со многими заболеваниями, диагностировать самые сложные проблемы и провести высокоточные хирургические операции. Нам сейчас практически невозможно представить, что еще совсем недавно, по историческим меркам, люди могли умереть от банальной простуды. И нам уж точно не представить, как выживали древние люди без всех этих медицинских технологий. Даже ученые имеют об этом только поверхностное представление. Какое-то представление о медицине каменного века можно составить по ритуалам примитивных племен, живущих в джунглях Южной Америки, австралийском буше или других удаленных регионах. У них медицинская практика неразрывно связана с магическими ритуалами и другими духовными практиками. Первые европейцы, столкнувшиеся с такой медициной, увидели достаточно забавную для них картину. Многие туземные племена верили, что их окружает огромное количество самых разных духов. И именно эти духи насылают на них болезни. Также аборигены Южной Америки и Австралии верили в колдовство. На них болезнь легко мог наслать злой шаман при помощи все тех же духов. Но люди, веками живущие в единении с природой, умеют использовать и другие способы лечения. Они знают о лекарственных и ядовитых свойствах окружающих их растений. Умеют получать лекарственные препараты из добытых на охоте животных. Также для людей, жизнь которых связана с постоянным движением, не являются проблемой несложные переломы, вывихи и растяжения. Но даже с таким большим опытом природной медицины срок жизни охотников и собирателей крайне мал. По сравнению с ними, житель даже самого захудалого поселка, имеющий доступ к аптеке, является самым настоящим долгожителем. Так и в древности люди, перешедшие на оседлый образ жизни, стали жить дольше, чем кочевники. Правда, вместе с этим к ним пришли новые виды болезней. В качестве наглядного примера можно привести одного из самых важных для науки людей бронзового века. Речь идет о ледяном человеке, получившем от ученых имя Эцци. Он стал для ученых настоящей кладезью знаний, в том числе и медицинских. Промороженную мумию обнаружили в Альпах на границе Италии и Австрии в 1991 году. Возраст Эцци составил примерно 5300 лет. Это время как раз стало переломным в истории человечества. Люди активно перешли на оседлый образ жизни,
выращивая злаки и разводя скот. Кроме бронзового топора, кремниевого ножа, тисового лука и остатков качественной меховой одежды, у запасливого европейца из бронзового века с собой был неплохой походный рюкзак. В нем лежали приспособления для разведения огня, несколько кусков козьего мяса и небольшая походная аптечка. На момент смерти этому мужчине было около 45 лет, что является очень солидным возрастом для того времени. Весил он около 50 килограммов и имел рост примерно 165 сантиметров. При этом Эцци был подвижным и достаточно сильным. Анализ крови на его оружии и одежде показал, что Эцци перед своей гибелью убил или ранил 4 человек. Эти знания и наличие продвинутого комплекта вооружения позволяют предположить, что он был умелым воином. Самые детальные исследования мумии Эцци показали, что он страдал от кишечных паразитов, имел несколько старых ран и переломов, а также был склонен к ожирению и облысению. Пальцы его ног несли следы обморожения. Кроме этого, современные врачи могли бы диагностировать у Эцци заболевания десен, наличие камней в желчном пузыре, атеросклероз и болезнь Лайма – инфекционное заболевание, переносимое кровососущими насекомыми. И от всего этого его пытались лечить, либо он лечился самостоятельно. В его аптечке имелись различные травы и препарат, получаемый из древесных грибов. Также на его теле были обнаружены татуировки, имеющие, скорее всего, ритуальный смысл. Они представляют собой небольшие черточки и крестики, в которые втерта угольная пыль. Всего на теле Эцци найдена 61 такая татуировка. Их расположение не имеет никакого порядка, и они не входят в состав никаких рисунков на теле. Ученые объединили эти рисунки в 19 групп. Оказалось, что примерно 80% из них соответствуют известным современной медицине акупунктурным линиям. Возможно, доктора, к которым обращался Эцци, все-таки что-то понимали в медицине. Такой вывод можно сделать из того, что китайцы поведали миру об акупунктуре только через 2000 лет после гибели Эцци. А современные медики успешно пользуются этим опытом и по сей день. Но медицина времен жизни Эцци не была систематизирована и централизована. Огромную роль в становлении европейской медицины сыграла Древняя Греция. Жрецы храмов бога Асклепия, по сути, разработали процедуру постановки диагноза и систематизировали все имеющиеся на тот момент знания. Кроме того, археологические находки подтверждают наличие хирургических инструментов достаточно высокого качества. Несмотря на то, что изначально это была чисто религиозная и мистическая практика, в результате храмы Асклепия стали первыми централизованными медицинскими учреждениями в Европе. Обучение врачей в Древней Греции происходило по принципу ремесленного обучения. То есть каждый врач передавал свои знания собственным ученикам. У богатых людей были собственные врачи. Бедным приходилось довольствоваться услугами переодевтов, странствующих врачей, переходивших из одного селения в другое. Также существовали бесплатные общественные врачи, которых призывали в города для борьбы с эпидемиями. В дальнейшем роль ведущего государства в Средиземноморском регионе перехватила Римская империя. Рим стал величайшим государством своего времени благодаря важной особенности. Римляне не стеснялись присваивать все лучшее из культуры и науки покоренных народов.
В результате практически вся культура и наука Рима базировались на достижениях древнегреческих философов, исследователей, поэтов и драматургов. Римский период развития медицины дал нам труды великого хирурга и исследователя Галена. Занимаясь лечением раненых гладиаторов, он смог не только приобрести большие практические знания. Гален тщательно записывал все свои опыты в дневниках. Его знания стали базой для медиков со всего света на долгие годы. Само собой, не все операции Галена были успешными. Исследовать анатомию живых организмов он мог исключительно на животных. По религиозным соображениям вскрывать тела людей было запрещено. Эта проблема сопровождала ученых еще не одно столетие. В античном мире сформировалось несколько медицинских школ, которые во многом заложили основы современной медицины. Кротонская школа считается самой ранней из них. Она образовалась в VI веке до нашей эры. Самым видным ее представителем был Алкмеон. Он высказывал идеи единства и борьбы противоположностей в человеческом теле. Алкмеон и его последователи считали, что болезни вызываются некой дисгармонией в теле человека. Поэтому основным принципом исцеления было утверждение «противоположное лечи противоположным». В начале V века до нашей эры сложилась Книтская медицинская школа. Ее представители заложили основы так называемой гуморальной патологии. Они считали, что причиной всех болезней является нарушение состава и пропорции жидкостей в организме человека. На данный момент эта теория, конечно, сильно устарела, но она дала пищу для размышления врачам последующих эпох. Представители Косской медицинской школы, самым известным из которых был Гиппократ, считали, что в основе лечения должно лежать наблюдение у постели больного. Они связывали появление болезней с нарушениями в окружающей среде больного. Также большое внимание уделялось образу жизни, телосложению и даже темпераменту человека. В III веке до нашей эры в Александрии проживали два известных античных медика и основателя собственных врачебных школ – Герофил и Эрасистрат. Они первыми предположили и экспериментально доказали, что мозг является органом мышления. В их трудах имеется описание извилин, оболочек и желудочков мозга. Также они выявили разницу между чувствительными и двигательными нервами. В Азии и на Ближнем Востоке в свое время тоже начали появляться свои медицинские учения. Причем во многих странах все знания систематизировались и записывались. Египет, Китай, Индия, Месопотамия и арабские страны очень многое привнесли в современную медицину. Например, в Индии была разработана такая терапевтическая традиция, как аюрведа. Она включает в себя целый комплекс методов для поддержания организма в здоровом состоянии и продления жизни человека. В аюрведах прописаны как различные медитативные практики, так и варианты диеты, физические упражнения и другие методички. В китайских источниках описано более 2000 лекарственных препаратов растительного происхождения. Китайские медики в своей практике активно использовали такие растения, как женьшень, лимонник, камфору, ревень и многие другие. Также китайцы разработали методику иглотерапии, которой люди пользуются уже не одно тысячелетие. В священной книге зороастризма «Авесте» имеются указания о соблюдении гигиены, особом отношении к беременным женщинам, запрете употребления алкоголя и многих других способах предупреждения заболеваний.
Этот религиозный культ зародился в Древнем Иране и распространился по всей Средней Азии, Ближнему Востоку и Закавказью. Анализ египетских папирусов, законов вавилонского царя Хаммурапи, индийских вед, китайских трактатов и других источников показывает, что восточная медицина имеет очень глубокие корни. Врачи и ученые из этих стран имели представление о многих болезнях и способах их лечения. Также они обладали обширными знаниями в области хирургии. Жрецы различных культов, а также врачи и ученые могли сделать лоботомию или кесарево сечение, и тем более вправить и правильно срастить сломанные кости. Средневековые медики продолжали исследования своих античных коллег. Но им пришлось столкнуться с новым врагом. Из-за низкого уровня гигиены и большой скученности людей в городах в средние века регулярно случались эпидемии различных инфекционных заболеваний. Если в богатом и просвещенном Риме была возможность организовать в городах водопровод и канализацию, то в городах средневековой Европы за гигиеной практически не следили. Но в это время люди пришли к мнению, что необходимо бороться с подобными заболеваниями при помощи карантинов и создания лечебных учреждений. Первые больницы для населения были открыты в Византии. Позже лазареты и монастырские больницы были созданы по всей Европе. В первых университетах начали обучать медицине. Но больших прорывов в этой науке пришлось ждать достаточно долго. Все исследования проводились исключительно в рамках дозволенного церковью. Хотя в оправдание такого подхода нужно сказать, что церковь активно использовала и дорабатывала труды античных авторов, например, того же Галена. В арабском мире средневековая медицина тоже не стояла на месте. Новые и часто революционные знания можно обнаружить в трактатах таких ученых, как Рази, Розес, Ибн Сина, Авиценна и Исмаил Джурджани. Более быстрое развитие медицинской науки началось в эпоху Возрождения. Ученые этого времени открыто критиковали схоластический подход к медицине и стремились понять человеческое тело как механизм. Швейцарский алхимик и естествоиспытатель Парацельс в своих работах ставил под сомнение многие устаревшие учения. Он ввел в обращение многие лекарственные препараты и усовершенствовал систему их дозировки. Активно использовал минеральные воды и даже разработал прототип вакцины от чумы. Ян ван Гельмонт очень близко подошел к понятию ферментации при пищеварении. Также он ввел в науку понятие «газ» и опытным путем идентифицировал 4 из них – углекислый, угарный, веселящий и метан. Андреас Визалий стал основоположником современной анатомии. Он отступил от канонов, заложенных еще Галеном во II веке до нашей эры. Имея возможность практиковаться на трупах людей, Визалий более полно и правильно описал строение человеческого тела. Ученые и мыслители XVII-XVIII веков продолжили эксперименты в разных направлениях медицины. А после изобретения Антони ван Лувенгуком микроскопа исследователям открылся ранее неизвестный мир микроорганизмов. Им стали понятны механизмы заражения и распространения инфекций. Это позволило разработать меры по борьбе с подобными заболеваниями. Также при помощи микроскопа итальянец Марчелло Мальпиги открыл наличие капилляров, мельчайших кровеносных сосудов. Благодаря стараниям таких ученых, как Джироламо Фракастора и Амбруазо Паре, медицина, и в частности хирургия, стали системно преподаваться в учебных заведениях. В XIX веке исследования Луи Пастера, Альберта Коха и их последователей
позволили выявить возбудителей многих болезней. Введение такого понятия, как вакцинация, позволило полностью победить многие ранее смертельные заболевания. Всеобщее вакцинирование новорожденных детей в 20 веке не только резко сократило детскую смертность, но и повлияло на изменения в обществе. Семьям теперь не требовалось рожать большое количество детей, и у женщин появилась возможность трудиться наравне с мужчинами. Это привело к борьбе за права женщин и изменение их социального статуса во всем мире. Сейчас в распоряжении медиков имеется самая современная техника и совершенные инструменты. Мы способны разрабатывать вакцины и синтезировать любые лекарства. Ученые полностью расшифровали геном человека. Это позволяет не только выявлять наследственные заболевания, но и кодировать ДНК для рождения людей с нужными параметрами. Сейчас человечество вновь готово перейти на следующий этап в развитии медицины. И главное заключается в том, чтобы направить эти знания на благо человечества, а не на разрушение и истребление людей как единого вида. Именно ради этого ученые из предыдущих эпох проводили свои исследования, делали открытия и ошибки, порой даже рискуя собственной жизнью. Создатели канала «Эпоха динозавров» выражают признательность зрителям, которые досмотрели этот ролик до самого конца. Если вам интересно узнать о развитии жизни на Земле, истории изучения различных живых организмов и проблемах современного общества, рекомендуем обратить внимание на предыдущие видеоролики, размещенные на нашем канале.